Всем привет, с вами Полина. В прошлом видео я рассказывала о том, что работаю сейчас над изготовлением поясной сумки из кожи, и она будет украшена вышивкой. Так вот, сегодняшнее видео о том, как пришить эту вышивку к коже. Казалось бы, что тут сложного? Бери да пришивай, что не так. Если вышивка имеет рельефные какие-то края, то не получится вырезать, подогнуть края ткани и пришить. Я сегодня покажу универсальный способ, как пришить любую вышивку вообще к любой ткани, коже, без разницы. Этот метод я узнала, когда изучала испанскую вышивку золотом. Он вообще не секретный, то есть про него много кто знает, но почему-то не очень популярный. Я не знаю, в чем причина. Я, конечно, понимаю, что в промышленных масштабах он очень невыгодный, очень дорогой, потому что гораздо проще вставить кожу, например, прямо в вышивальную машину, все настроить хорошенько и начать массовое производство. Но в бытовом плане на самом деле этот способ получается даже дешевле. Начнем с самого главного. Сначала закрепим вышивку. Для этого я использую клей ПВА, разбавленный водой. Пропорция примерно 1:1. Он получается достаточно жидкий для того, чтобы хорошо пропитать нитки. Я стараюсь наносить его не очень толстым слоем. Если он попадет на лицевую сторону, то испортит вышивку, потому что со временем ПВА желтеет. После высыхания можно нанести еще один слой для верности. Все это я делаю для того, чтобы потом вырезать вышивку без припусков, по самому краю. Именно за счет того, что все хорошо проклеено, она не развалится. Собственно, в этом и есть главный секрет. Неважно, насколько у нас рельефный край, так можно работать абсолютно с любой вышивкой. Теперь осталось прикрепить ее. Поскольку я делаю аппликацию на кожу, то решила прикрепить сперва вышивку клеем. У меня клей Момент Кристалл. После застывания он не будет твердым, останется эластичным. Я думаю, что в принципе подойдет любой клей, который обладает подобными свойствами. В принципе, клеить не обязательно, я буду еще и пришивать эту вышивку. Просто удобно ее расположить как надо и не думать, что она куда-то сместится. Хотя, опять же, с другой стороны, площадь поверхности вышивки довольно большая. Если она будет закреплена только по краям, то в центре может пузыриться и вообще странно выглядеть. Кстати, выкройка очень помогает все хорошо выровнять. Очень полезная вещь. После того, как вышивка закреплена, ее нужно пришить. Я сперва приметала для надежности. Потом можно закрыть край яркой отделкой или наоборот сделать его незаметным, смотря как нам нужно. И тут уже могут быть разные варианты. Можно, например, обшить шнуром, можно бисером, тесьмой или кружевом, как угодно. Иногда край обшивают каким-нибудь декоративным швом, например, тамбурным швом. Если сделать его в тон вышивки, то получится вообще незаметно. Я буду оформлять шнуром. Сперва я завязываю на конце шнура узелок и прячу его под вышивку. Затем начинаю фиксировать обычными нитками. Здесь самое главное — это располагать шнур свободно. Его не надо натягивать, когда он хорошо ляжет по периметру.
Для того, чтобы шнур лег как надо, его очень удобно слегка подкручивать в процессе. Для того, чтобы сделать острый угол, я не только подкручиваю шнур, но и сгибаю его, чтобы сделать залом. Если он лег немножко не так, как надо, то можно слегка подровнять его каким-нибудь неострым инструментом. Еще мне кажется, что такой способ очень хорош для вышивки золотом. Вышивать металлизированными нитками на коже или кожзаме можно, но это очень нелегко. Даже вышивальную машину приходится довольно долго налаживать, часто портится очень много кожи. Поскольку на ткани все гораздо проще, то это неплохой выход. Сперва вышить на ткани, а потом пришивать к любому материалу, какой уже нужен. Теперь покажу, как закрепляю шнур в самом конце. Я немного не до конца пришиваю его, а затем обрезаю. Завязываю узелок и точно так же, как и в начале, прячу этот узелок под вышивкой. И вот только теперь прикрепляю шнур до конца. После того, как вышивка оформлена, я на всякий случай подклеиваю все узелки с изнанки. Потом эту сторону я закрою, так что будет все аккуратненько. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. В следующий раз все доделаем до конца. Не пропустите. Пока-пока.